Всем привет! Сегодня будет небольшой выпуск о масле. Находимся мы у электростанции. Тут довольно-таки интересно, тихо. Такая погода. Скоро пойдет дождь, но я думаю, я вам успею рассказать, так как ролик будет небольшой, короткий. Хочу рассказать о масле, на котором у меня 156-я альфа прошла 100 тысяч километров. И я вам скажу, что маслом я очень доволен. Масло это Aral, немецкое масло. То есть, ребят, 100 тысяч на нем езжу. Сначала у меня было это Hightronic. Сначала я ездил на Megatronic. Это 550 было. Так как 550 линейки сейчас нету, перестали выпускать, я вот теперь перешел на такой, на 540. Оно чуть-чуть пожиже, но лью мне очень нравится. Вопрос спорный, да, скажете, как вот ты решил, что масло хорошее? Ну, в общем, масло всегда вопрос спорный. То есть, кто-то говорит, мне это масло нравится, кто-то говорит, мне это нравится. То есть, я это люблю, я то люблю. Про это масло, почему я считаю, что оно хорошее? Я могу сказать, что за 100 тысяч у меня проблем сплюнуть вообще не было. То есть, и двигатель я разбирал, я головку снимал, то есть поддон я снимал, капиталку я не делал. Но я могу сказать, что масло ведет себя вообще отлично при любых условиях. При сильном морозе машина заводится вообще без проблем. Но при жаре, естественно. Вот, давление масла не мерил, так как нет смысла, так дождик уже пошел. Ну ладно. Масло синтетика. Почему синтетика, да? Альфа-Ромео у себя в мануалах рекомендует полусинтетику 1040 селению. Я не вижу смысла переходить на селению, так как мне это масло вполне устраивает. Вот. И мне и машинка к нему привыкла, то есть и нравится. Она его почти не кушает. Она почти не кушает. Особенно после того, как я маслосъемные колпачки поменял. То есть расход вообще сейчас практически нулевой. Ну, может быть, грамм 100 тысяч на 10. Вот, езжу я и жарю я, и тихо езжу, спокойно, то есть смешанный стиль езды. Давайте открутим горловину и посмотрим внутрь. То есть вот смотрим внутрь, там внутри довольно все чисто. Это масло сейчас залито, то есть я на нем уже 6 или 7 тысяч проехал на этом масле. То есть видим, что оно довольно светлое. Можно даже посмотреть на щуп. Вот. Смотрим на щуп. На щупе светлое масло. Черноты никакой нету. В самом двигателе также, когда я разбирал, то есть там все снимал, никаких черных отложений не было. Никакой каши, как знаете, бывает, то есть снимаешь клапанную крышку, там просто такая каша, какая густая каша, такая полутвердая уже, то есть это масло вообще не подходит. И что скажу еще, я не буду говорить, чтобы в это масло лил каждый, вот. Фиат ездил у меня на таком масле, пункта 2, то есть ему не понравилось. Фиату не понравилось, а двигатель стал черный. То есть открываешь, ну, внутри какие-то появились черные отложения, то есть Фиату не понравилось. Мы налили селению, то есть 1040 после Орала, налили Фиату селению. Ну и что скажу, двигатель, вот честно говорю, двигатель стал работать по-другому. Двигатель стал работать как-то более, как вам сказать-то, на Орале он такой какие-то там, то есть, ну, что-то подстукивало у него, вот. Как мы залили селению, то есть двигатель, стуки пропали. Да, то есть Орал был в Фиате 550, то есть 550, то есть Фиат не пошло. Залили селению 1040, то есть вообще идеально, Фиату понравилось. Сейчас заведем двигатель. Посмотрим, как гоняют кулачки масло.
Пойдемте посмотрим под крышку заливную, под горловину. Ну, я буду крышку снимать, потом клапанную. Вот. Менять буду прокладку. ГРМ я покажу, в каком состоянии, то есть распредвалы и постели, и все, что под клапанной крышкой. Можно газануть. Давайте газанем, потому что заслонка тут у меня не электронная, то есть тросик. Ребят, пишите в комментариях, кто что льет в движки в свои. Ну, в итальянцы. Больше интересно, конечно, в итальянцы. В Альфы, само собой, в Фиаты, в Лянче. Вот. Пишите, обсудим, что. Хочу совет дать. Ребят, держите уровень масла на Альфах. Ну, сейчас разговор идет про Альфа Ромео. Держите уровень максимальный масла на Альфа Ромео. То есть, чтобы не было никаких голоданий масляных, то есть там, тем более у кого там масляный насос уже не новый. Ну, никто не знает, у кого, в каком состоянии масляный насос, это понятно. То есть поэтому лучше держите на максимуме, и проблем не будет. Слишком много заливать не надо, то есть чтобы вот давило со всех щелей. Ну, на максимуме это будет good. Ребят, хочу сказать всем, не лейте в альфочке говно, не лейте масло плохое, дешевое, не экономьте. Пожалейте машины, моторы, я вас умоляю. Деньги свои, ну, в итоге. Ну и все, наверное, выпуск, этот небольшой выпуск подходит к завершению. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Будет много интересных видео по Альфа Ромео. Все, всем пока.